Сегодня вечером французские СМИ сообщили печальные новости о семье легендарного режиссера Андрея Сергеевича Кончаловского. Вторая трагическая авария в жизни актера дала еще более печальные результаты, чем первая. Погиб близкий человек Андрея Сергеевича, и в связи с этим его отношения с Юлией Высоцкой были испорчены вплоть до развода. В эти дни весь цивилизованный мир скорбит о безвременной кончине старшей дочери Андрея Кончаловского от предыдущих браков, 51-летней Александры, домохозяйки и матери 4 детей, проживавшей во Франции. Несчастная женщина будет похоронена 13 января на своей второй родине во французском городе Лионе. По данным друзей и коллег артиста, Андрей Кончаловский только сейчас осознал, что своей преступной халатностью и самонадеянностью угробил вторую дочь. Несколько лет назад во Франции, также в аварии, уже пострадала его другая дочь Мария, которая до сих пор находится в коматозном состоянии. К сожалению, мэтр мирового кино настолько близко отреагировал на кончину дочери, что оказался в больнице. СМИ сообщили подробности печального события и последние новости о здоровье Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова. Была установлена точная причина аварии, которая произошла в праздник Рождества 7 января на международном шоссе города Москвы. Андрей Кончаловский вез свою супругу и старшую дочь в аэропорт Шереметьево. Перед поездкой он заехал к своему младшему брату Никите Михалкову и был подавлен его состоянием здоровья. Прямо в пути, за несколько минут до аварии, у мэтра кино произошел сердечный приступ, что в итоге и стало результатом печального ДТП. Юлия Высоцкая в интервью прессе заявила: «Я видела, что мой муж себя плохо чувствует, и попросила вызвать его такси, однако Андрей отказался и повел машину самостоятельно». Высоцкая не простила супругу вторую трагическую ошибку и собирается подавать на развод. К тому же, по данным прессы, в известной семье не все в порядке, и совсем недавно Андрей Сергеевич поднял руку на свою супругу. На данный момент Андрей Кончаловский вновь оказался в больнице. Его присутствие на похоронах дочери находится под большим вопросом. Артист находится в глубочайшей депрессии, не хочет видеть близких и родных. Также СМИ сообщили последние новости о состоянии здоровья Никиты Михалкова. Еще только вчера все поклонники артиста ликовали. Никите Сергеевичу стало легче. Однако сегодня утром поступили печальные новости. Сегодня утром состояние Никиты Михалкова резко ухудшилось. О самочувствии мэтра докладывается лично Владимиру Путину. Площадь поражения легких увеличилась. Чуть не случился инфаркт. Никите Михалкову становится хуже. Решается вопрос о введении знаменитого артиста в медикаментозную кому. Вот уже несколько дней Никита Сергеевич находится в реанимации 52-й столичной больницы. У именитого пациента возник ряд осложнений, в том числе есть проблемы с сердцем. Опасения врачей вызывают не только заболевания сердечно-сосудистой, имеющие у Никиты Сергеевича, но и увеличивается площадь поражения легких. Действительно ли у режиссера коронавирус, пока доподлинно неизвестно. Один источник уверяет, что тест показал положительный результат. По другим данным, анализ отрицательный. По нашей информации, после компьютерной томографии легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. По сравнению с предыдущими результатами, состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз идиопатическая пневмония. По словам лечащих врачей, Никита Михалков показывает себя настоящим героем и готов до последнего биться за свою жизнь. Крепкого здоровья любимому артисту и замечательному человеку.